Всем привет-привет, с вами Алена, и сегодня у нас просто наисложнейший случай. Давайте я вкратце обрисую, что же такое происходит. Диагноз был поставлен врачом, это ладонно-подошвенная экзема, которая развилась на фоне коронавируса, то есть это осложнение, и корона также дала осложнение еще и на печень. Он лечится с лета, мази, уколы, снова мази, снова уколы. В общем, конца и края этому совершенно нет. Врач разрешил добавить чистку специалистам-подологам. Вот поэтому, собственно говоря, клиент к нам и пришел. Состояние очень печальное и, конечно же, оно максимально болезненное. При таком повреждении стопы очень сложно работать над камерой, поэтому давайте просто поставим сердечко, напишем комментариев мастеру Елене, нашему подологу, за эту героическую съемку. Она знала, как это важно показать, что с этим тоже можно работать. И это тот случай, когда мы сотрудничаем с врачом, то есть когда сам врач посылает к нам, чтобы мы сделали зачистку и как-то разгрузили немножко стопу. В общем, стопа как минное поле, одно неверное движение и может пойти кровь. Разгрузку выполнили в конце, но фоткать, конечно, ничего не стали. Честно, они очень сильно устали, поэтому вот показываю просто часть работы, то, что Лена смогла заснять. То есть мы видим трещины, язвы, сильный кератоз, и все это вперемешку. Действительно, работа очень-очень сложная, и тут шаг вправо, шаг влево, и все плохо закончится. Как вы видите, Лена прорабатывает трещину алмазной фрезой с красно-синей насечкой. Обычно мы такую используем для обработки кутикулы, но иногда вот в особо таких нежных, сложных случаях можем взять и на стопы. Ну а дальше уже по той части, где обильно есть наросты кожи, мы проходимся под диском, счищаем. Конечно, постоянно спрашиваем клиента. Кстати говоря, это ноги молодого парня, то есть это не бабушка. Такое состояние может настигнуть любого человека. То есть, вот такие последствия дает иногда болезнь. У кого-то волосы выпадают, у кого-то вот экзема начинается, и, конечно, нужно не сдаваться, работать с этим и лечиться. Он молодец, что вообще занялся этим вопросом. Конечно, я понимаю, почему он это сделал, потому что ходить практически невозможно. То есть, как вот представьте себе наступить на такую ногу. То есть, ты наступаешь, у тебя дальше все растрескивается. Поэтому в конце и была выполнена флесси-вебом разгрузка. Просто не могу ее показать, потому что Лена уже не смогла снимать. Там было настолько сложно, настолько тяжело, поэтому извините, вот все, что могу показать, все показываю. Так что ждем сердечек и поддержки. Также я знаю, что этот молодой человек будет смотреть нас на ютубе. Я знаю, что он на нас подписан, поэтому можете какие-то слова поддержки ему написать, как бы и для девушки, и для парня, вообще для любого человека, конечно, такие последствия, такое состояние, это очень печально и доставляет много-много хлопот. Дальше вы наблюдаете обработку, которую мы проводим. Она не несет никакой эстетической нагрузки, просто убираем какую-то сухость, с которой вообще получается сработать. Для тех, кого интересует, что с ногой в целом, я осмелюсь предположить, что там дальше вообще какой-то ожог был, поэтому такое состояние ноги дальше. Но это, как говорится, совсем другая история. И вот вы можете посмотреть, как выглядит стопа после зачистки. Вот таким вот образом уже гораздо лучше, и дальше уже разгрузка, только разгрузка и уход, там мази от врача, все это будет применяться. Ну, а с вами была Алена, за работой мастер Елена. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте берегите себя, свои ногти и пяточки. Пока-пока.